У меня собралось несколько работ на такую летнюю романтическую тему. Сегодня я их вам покажу. Меня зовут Юля Сайфан, я художница. Устраиваю здесь на моем канале просмотры новых работ. У меня ничего не повторяется. Прежде всего о бумаге. Слева скетчбук на спирали с бумагой для смешанных техник. Растягивала удовольствие. У меня было 2 таких скетчбука. Пользовалась ими несколько лет. Покупала 2 таких скетчбука на Амазоне. Сейчас у меня нет возможности их купить. Очень жалею. Это самая лучшая бумага для смешанных техник, которая у меня была. Бумага мне подошла как для рисунка, так и для живописи. У нее нет выраженной фактуры, однако она шершавая. Справа небольшая стопка работы на бумаге Клерфонтейн. Ей я пользуюсь часто. Она ближе к бумаге для смешанных техник, однако не для рисунка. Это в сторону. Покажу это позже. Итак, летнее настроение. Сейчас формат А4 я редко заполняю, в основном делаю работы А5. У меня 2 работы на одном листе, буду одну из них закрывать для лучшего восприятия. Как видите, здесь я писала по-теплому, прокрыла лист жженой сиеной, сверху писала зелеными и синими. Пишу по фотографиям с Пинтереста. Краски у меня постерные никер, ими я часто открываю работу, ну а последующие прописки гуашью разных фирм. Сюжет с девочками-припевочками время от времени возвращается ко мне. В фотореференсе мне интересен рисунок и сюжет, а композицию и цветовое решение я делаю самостоятельно. Сюжет здесь один: лето, солнце, чаепитие, девушки, интерьер. Я могу месяцами писать подобные вещи, теплые сюжеты. Люблю перерабатывать черно-белые старинные фотографии, придумывать для них цветовое решение. Пожалуйста, поддержите мой канал комментарием. Спасибо. Есть сюжеты и состояния природы, которые невозможно охватить пленэром. Мне бы так хотелось поставить у моря такую девушку и написать ее с натуры. Это бы была совершенно другая работа. Но чем больше я пишу на пленэре, любые сюжеты, которые есть рядом со мной, тем более цельным становится мое понимание, как писать по плоской картинке с фотографии. Этот нежный сюжет из сериала «Дарреллы», который сняли по книге «Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла. Захотелось написать сюжет, в котором есть стол, наполненный всякими явствами. Давно натюрморты не писала с натуры, надо будет к ним вернуться. В фотореференсе понравилось, как над столом наклоняются люди, наливают вино. Атмосфера в преддверии праздника. А здесь у меня были тональные соображения по поводу цвета, что в любой яркости должен быть темный удар, как вот эта юбка, которая в тени. В этой композиции я играла с задним планом и передним планом. То есть у меня есть эта каменная гряда сзади, как такие круглые удары фиолетовые, и наверху удар волос. И посмотрите, как серый работает рядом с цветным. Это мой любимый прием, когда есть серое и рядом яркое. Слева у меня гуашь с мелками. Объединила плед для пикника с одеждой девушек. Была у меня еще идея объединить эти деревья на заднем плане с волосами. Но побоялась, потому что волосы бы не читались силуэтами, и непонятно было бы, что это люди.
натюрморт на пледе для пикника, пасторальный сюжет. Признаться, натюрморт по фотографии это совсем не мое. Хотелось продолжение к левой работе, сделать что-то такое зелененькое, солнечное. На этих двух работах я пробовала новые карандаши Inktense Derwent. Их многие хвалят, купила попробовать. Очень довольна, куплю еще цвета. Карандашами я рисую не так много, в основном делаю линию по гуаши, когда нужно где-то форму уточнить. Поэтому предпочитаю покупать поштучно. Кроме этого, в наборах много цветов, которые мне никогда не нужны. Мне нравится теплый общий колорит в этой работе. Я специально сделала на заднем плане такое бирюзовое холодное пятно, чтобы подчеркнуть воздушную перспективу. Один из символов вечного покоя – лилия. Тривиальный сюжет, девушка с цветами. По цвету я люблю, когда есть глубокие фиолетовые, красные и рядом зеленые. Такая холодная атмосфера, потому что сюжет холодный. Много лет назад я писала большие форматы акриловыми красками, похожий сюжет, и мне всегда казалось, что там чего-то не хватает. Теперь я понимаю, чего мне не хватало. Это все было очень инфантильно, по-детски. Можно же посмотреть назад и сказать: Юля, ты была не права. Слева копия Джон Ярли, у него акварель, у меня гуашь. Цель копии была исключительно цвет, поэтому по рисунку и композиции здесь много неточностей. Потом с этим цветом я делала много работ в таком колорите. Зелененький, фиолетовый, синий, серый у меня появился. В такую игру я часто с собой играю, я беру колорит и пробую его в разных сюжетах и в разных пропорциях. Это происходит в таком порядке. Во время копирования я смотрю, сколько какого цвета есть композиции, сколько художник использовал фиолетового, сколько зеленого, там серого, голубого. Вот, например, в левой работе я попробовала увеличить зеленый и уменьшить до минимума фиолетовый. Голубой цвет, который в натюрморте, он у меня в платье девушки, а небо я уже сделала другим цветом, которого там не было. Но он рядом с этими зелеными лучше работает, которые там в глубине на небе. Я, отталкиваясь от чего-то одного, думаю дальше в зависимости от того, как строится моя цветовая гамма в композиции. Она может быть далеко уже от этой копии, однако когда-то я просто уменьшила фиолетовый и сделала его второстепенным. Здесь у меня была задумка сделать более холодный фиолетовый, чернильный, и к нему взять зеленый, теплый зеленый. Конечно, это уже далеко от первоначальной копии цветовой, но так оно рождается. Я что-то дополняю, что-то убираю и смотрю, что из этого получается. Девочка у воды кормит птицу. По цвету то же самое, я расширила палитру, добавила еще здесь оранжевый и вместе с ним жженую сиену, это коричневый и красный, теплые. Следовательно, у меня все стало гораздо теплее. У музыки это как тема с вариациями. Тема – это заданный колорит, заданные цвета, а вариации – это их расширение. У меня не было задачи находиться в одном цветовом диапазоне, я просто думала дальше. Пару страниц назад была девушка с лодкой на эту же тему. Было интересно, как умбра, голубой и охра будут вместе работать. Внизу под лодкой фиолетовый и коричневый.
А здесь меня волновала тональная организация композиции. Мне хотелось показать пространство, но в то же время не списывать, не делать очень мягко задние деревья, чтобы они читались силуэтом. Еще меня здесь интересовала работа фактур. Вот этот эллипс, фонтан, на котором сидят девушки, он карандашами, а передний план он гуашью. И разница этих фактур мне было интересно. Давайте покажу, что есть еще. Бумага от влаги немного скручивается, расправлю. Это я копировала, мне было интересно и по рисунку, и по цвету. Сделала свои выводы, потом писала в гостях интерьер. Как-нибудь покажу мои работы в интерьере с натуры. Вывод был таким, что мне понадобится много охры и теплых зеленых. Очередное чаепитие в моем исполнении. Была контрастная старинная черно-белая фотография. Хотелось оставить этот контраст в цвете тоже. Не помню, что я здесь сделала, но скорее всего здесь были зеленые, синие, розовые. Я пыталась их подружить между собой. Это у меня было настроение писать красным. Кадр из фильма. Понравилось, как отражается лампа желтая в окне и общий холодный колорит, несмотря на то, что слева коричневый и красный. Это копия. Здесь по цвету меня интересовал диапазон зеленых. Не помню, это было с фотографии или же копия картины. Меня интересовал теплый колорит интерьера. По черно-белой фотографии видно большое окно. Хотелось сделать контраст теплого помещения и холодного за окном. Сейчас бы сделала по-другому. Одна из моих любимых работ за последнее время. Мне нравится контраст по цвету, силуэты. Мне нравится, как работает зеленый с этим красным оранжевым. Смелая работа. Чтобы читались силуэты лиц и эта чашка посередине, я не стала рисовать глаза, чтобы не перегружать деталями. Сегодняшний просмотр подошел к концу. Буду рада вашим комментариям. Ставьте лайки. Заходите ко мне почаще.